стоит ли тогда ребенку, как он попрощается, да, с человеком, родным, если его жизнь такая ситуация произошла, нужно ли его все-таки вводить в такие мероприятия, или как-то по-другому это прощание нужно готовить как-то заранее? Вы знаете, значит, на Руси считалось, что ребенка нужно прям погружать с самого раннего детства, вот прям не делать никаких там, да, я считаю, что все зависит опять же от ребенка. Если у ребенка есть желание, надо поговорить с ним вообще, ты хочешь попрощаться, да, если есть желание, да, если это ребенок маленький, я бы не стала. Хотя бы лет до 8, да, там, до 9, да, вот, до 8 лет точно, да, я бы не стала все-таки, потому что, всякое возможно, все-таки, уже в 9-10 они такие, подростки, там как-то можно еще отреагировать, потом поговорить про это, когда еще нет такой коммуникации очень развитой, скажем, да, то все-таки, дети могут действительно замкнуться, я бы все-таки не стала. Даже иногда, даже лет до 11 бы не стала бы вот такие вещи делать. Но если ребенок хочет, когда мы ему рассказываем про то, что да, как ты хочешь там. А ему можно как-то рассказать вам, что будет, чтобы он не напугался, да, чтобы он морально подготовился? Лучше про это, да, заранее рассказать, чтобы это не было шоком, что ты знаешь вообще эту историю про то, как это все происходит, про церемонию. Если ребенок знает уже про это, если вы ему рассказывали, давали ему такие понятия, да, про погребение, что он знает, то тогда да. То есть ребенок очень любит вообще тему просто. Он, в принципе, интересуется. Ничего страшного, расскажите, если он интересуется, почему бы и нет. Можно и рассказывать, ничего страшного в этом нет. Да. Если ребенку нравится действительно что-то страшное, вот, например, у меня дочка, ей очень нравится сказка «Крошечка-хаврошечка». Так. Там действительно очень страшная сказка. Я даже не знаю, кто первый раз ее прочитал, но вот теперь она может, если она про нее вспоминает, она просит ее прочитать по 5 раз, да, по 10. То есть это, она так борется со своим страхом. Но я спрашиваю, а тебе, не страшно? Ага. Она мне говорит, нет, не страшно, Очень это хорошая часто. сказка. Хорошая сказка, значит, какой эпизод ей нравится, когда что? Ей нравится, что там девочек много и мало глаз. Понятно. Значит, у нее это, даже если это не про страх. Понимаете, это вы воспринимаете, что это страшная какая-то сказка, а вот для нее это сказка про девочек и много глаз. То есть у нее совершенно другое восприятие этой сказки идет, да? Понимаете, надо отделять, потому что иногда дети видят совершенно по-другому, да, историю это, нежели там вы, да? У вас это так, а у детей это совершенно по-другому. Вот. Так что, значит, продолжаем дальше. Итак, если какая-то, все-таки у ребенка есть такая устоявшаяся фобия, да, есть у ребенка паническая атака, что мы должны в этом случае предпринять? Но это будет в следующем нашем видео. Подписывайтесь на наш канал. До встречи.